Всем добрый день. Рассмотрим короткий RPA-процесс на платформе UiPath на примере очень простой задачи. Это рассылка писем адресатам по некоему списку. Эта задача достаточно распространенная. У нас есть какой-то шаблон письма с приглашением на мероприятие или описание каких-то наших услуг, который нужно разослать по списку рассылки. Здесь у меня для примера 3 получателя: фамилия, компания, e-mail. Письмо нужно персонализировать, то есть подменить в письме в компания, фамилия, номер письма, дата, сохранить письмо в PDF-ный файл. Далее нужно отправить по электронной почте, подставив в тело письма вот такое короткое приветствие. Также его персонализировав, подменив фамилию на фамилию получателя. Для того, чтобы не делать это ручками, рисуем бизнес-процесс, RPA-процесс на платформе UiPath. Процесс очень простой. Это цикл, который бежит по списку рассылки со второй строки до тех пор, пока не встретит пустую строку. Что делает процесс? Он считывает из строки фамилию, наименование компании, наименование e-mail. Далее копирует шаблон письма под новым именем, присваивает ему имя, письмо, нижнее подчеркивание, номер строки. Далее подменяет в новом скопированном файле, соответственно, компанию, фамилию, номер письма, дату письма, сохраняет документ в PDF. Далее процесс считывает шаблон для e-mail сообщения и подменяет также фамилию. Далее нужно отправить все это письмо, вместе вложив в шаблон по электронной почте. Конечно, у UiPath есть активность для работы с почтой. Можно по протоколу MAP, IMAP, SMTP. Есть прямо компонент для работы с Outlook. Нужно просто заполнить поля, кому, тема, тело письма и приложить файл. Но это не так интересно, потому что сильная сторона RPA-платформы – это работа с человеческим интерфейсом, то есть нажимание кнопок за человека. Пусть робот нажимает эти кнопки в Outlook, это интереснее. Пусть он нажимает кнопку «Создать сообщение», заполняет поле «Кому», заполняет поле «Тема», далее вставляет attach и отправляет это письмо. Соответственно, в процессе эти события у нас есть. Это вот они: написать, создать письмо, кому, тема письма, скопировать шаблон письма в буфер и вставить его через Ctrl-V, вставить в текст e-mail сообщения. Далее скрепка, вложить файл, подставить имя письма в диалоговое окно выбора файла и подгрузить этот файл PDF-ный в письмо и нажать кнопку «Отправить». Все. И переходит к следующей строке. Вот такой короткий процесс. Посмотрим, как это выглядит в работе. Вот робот открывает шаблон письма, подставляет, нажимает кнопки «Заполняет шаблон письма», вставляет текст, вкладывает файл и отправляет письмо. Пошла следующая строка. Скопирован файл, подставлен. Заполняется форма. Вложение, отправка.
На всякий случай кнопки в интерфейсе сейчас нажимаю не я, а нажимает робот. Заполнили вложение. Все, отправили. Все, процесс отработал. Так, на все потрачено 1 минута. Ну, в чем сила RPA платформы? В том, что мы однозначно исключаем человеческий фактор при заполнении, при отправке. То есть в шаблон письма будут правильно, однозначно подставлены данные, подставлены правильные e-mail и так далее. Ну и плюс, конечно, робот это делает намного быстрее, чем сделал бы это человек. Все, всем спасибо.